Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Это улыбка Чангука, когда он наблюдал, как Тэхён играет с Джином. Девятое место. С любимых рук всегда все вкуснее. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Это разница. Остальные тоже милые, но Тэйкук просто на другом уровне. Седьмое место. Я уверен, что он думал о чем-то подобном. Шестое место. Поведение пары. У Чангука мысли в другую сторону ушли. Возможно, кто-нибудь из вас не знает историю этой фразы. Когда Армин Авевас спросила, где Чангук, Тэхён поспешил ей ответить: «Спит рядом со мной». Расставил все точки над «и», так сказать. Пятое место. Его реакция буквально меняется на глазах. Ревность. Четвертое место. Забота. Чангук не пожалел, что выбрал Тэхёна в качестве своего безопасного места. Третье место. Новости.
Новостное агентство Star News пишет, Чангук устанавливает новый рекорд Гиннесса. По состоянию на 14 число его песня Seven набрала 2 миллиарда 251 миллион 263 698 прослушиваний, заняв 89 место среди самых прослушиваемых песен Spotify за все время. Seven демонстрирует постоянное присутствие на мировом музыкальном рынке, опережая многочисленные хиты, такие как We Don't Talk Anymore Чарли Пута, I Am Not The Only One Сэма Смита и Payphone группы Maroon 5. Это беспрецедентные случаи для сольного исполнителя K-pop и пример того, насколько сильно влияние музыки Чангука в мировом масштабе. А вы знали, что этот твит Чангука стал самым популярным постом в 2019 году в Твиттере? Он просто решил потанцевать немного, но завирусился так, что о существовании этого поста знал каждый ребенок, даже еще не родившийся. А этот пост с Чангуком-блондином ждала та же судьба. Он не побил свой рекорд, но вошел в пятерку самых популярных постов в Тви. Чангук просто покрасился, и весь мир сошел с ума. Наверняка, одно из любимых занятий Чангука – запускать свои пальцы в волосы Тэхёна, собирать их, чтобы не мешали целовать губы, веки, носик, каждый миллиметр лица своего мишки, просто потому что влюблен бесконечно. Девять.к, певец, чьей песней недавно поделился Чангук, опубликовал пост в Instagram, чтобы поблагодарить его за поддержку независимых артистов, поделившись песней «Let Me Know». Вторая годовщина нашей песни, а потом ей делится Чангук. Я все еще пытаюсь понять этот момент. Очень благодарен за любовь к независимой музыке и всем, кто слушал, поддерживал и делился. Каждый поток, сообщение и часть любви значит для меня весь мир. И, конечно, огромное спасибо тебе, Чангук, за то, что пролил свет на независимую музыку. May this reflect and enlighten you. После того, как Чангук поделился песней, все начало двигаться так, как мы не ожидали. Все больше людей открыли для себя трек, количество потоков увеличилось и начали подавать сообщения от новых слушателей. Одна вещь — создавать музыку с любовью, но видеть, как она так быстро соединяется с таким количеством людей, это что-то особенное. На концерте Арми кинула букет Тэхёну на сцену, а тот, видимо, захотел отдать его обратно, в знак вечной любви, но что-то пошло не так. Арми явно была недовольна таким раскладом, поэтому Тэхёну пришлось стать послушным мальчиком и таки забрать букет себе. Информационный аккаунт с почти 2 миллионами подписчиков. Popbase объявили, сегодня национальный день корн-дога, используя при этом фотографию Тэхёна. Под постом уже более 2000 комментариев и целый флешмоб фотографий Тэхёна. Все интересуются, кто владелец аккаунта и почему это на канале про музыку вдруг заговорили про корн-доги. Всем кажется, что неспроста это.
Шикарный эдит шикарной пары. А вы знали о том, что когда Тэхёну было 11 лет, он каждое утро разносил молоко в их школе, школьный молочный сервис, и доставлял молоко всем своим одноклассникам? Просто красивого парня вам в ленту. Дебют новой песни Хосока. Он удивил фанатов, дебютировав со своей новой песней «Мона Лиса». Эта оптимистичная песня рассказывает о том, что можно настолько влюбиться в девушку, что ее можно будет сравнить с классическим шедевром. Эта песня отличается от привычных песен, звучавших в начале сетлиста, и в ней прослеживаются те же сексуальные темы, что и в Sweet Dreams. Чтобы отпраздновать это изобилие любви, камера превращает ничего не подозревающих фанатов в толпе в знаменитую картину Леонардо да Винчи. И намек на BTS. Сольные туры участников BTS не могут быть полными без исполнения хитов из дискографии группы. Как и Юнги, во время своего тура D-Day, Хосок включил в свое выступление классические песни BTS, такие как Silver Spoon или бодрая Disease. Особенно ярким моментом стало исполнение им песни Make Drop. Фанаты сразу же взорвались скандированием фанчарта BTS во время длинного инструментального вступления и заложили основу для финальной песни. Самый счастливый и любимый Помпошка. Хочется такого обычного, теплого, вечернего эфира с Чангуком. Видео не может заставить меня разреветься, хотя еще как может. Их языки не дают нам покоя. У Чангука просто мания трогать шею своего парня.
Год назад Тэхён подарил нам Friends. Тэхён рассказал, почему мы назвали эту песню Friends. Если вы думаете об этом слове, вы думаете о друзьях, поэтому мы подумали о том, как поиграть с этим словом. Внутри этого слова есть слово «конец». Итак, друзья заканчиваются. Это означает «давай перестанем быть друзьями». Это песня о любви, используя игру слов. Изначально предполагалось, что Friends будет включена в альбом, но я подумал, что было бы лучше выпустить эту песню отдельно, поэтому я хранил ее около 2 лет. Я наконец решил выпустить ее, и эта песня, которая хранит много воспоминаний, я слушал ее со своими близкими друзьями и хёнами. Моя любимая строчка, но как только он перейдет черту, мы с тобой никогда не сможем вернуться. Это вторая часть куплета, но это не вокализация, которую часто поют. Есть изменение тона, и я думаю, что стиль был направлен многое изменить. Мне понравилась эта новинка. Аура Тэйкук. Этот образ Тэхёна. Вроде просто, но он вытягивает все. Как же Чангук заботится о Тэхёне? Юнги вновь вошел в топ-10 на чартах Billboard. Он некоторое время не занимался сольной музыкальной карьерой. Как и многие его товарищи по группе, он проходит обязательную военную службу в Южной Корее, что является обязательным для всех мужчин, достигших определенного возраста. Хотя с 2023 года он ничего нового не выпускал, поклонники суперзвезды вернули его на один из чартов Billboard на этой неделе, коллективно обратившись к любимой композиции, которая, кажется, не получала должного внимания. Moonlight возвращается в чарт World Digital Song Sales. Трек занимает 8-е место в рейтинге, который включает 10 самых продаваемых треков в категории «Мировая музыка» по версии Billboard. Песня была выпущена не под именем Шуга, а под псевдонимом August D. В отличие от своих друзей по группе, Шуга не использует один и тот же псевдоним для музыки в составе группы и для сольных проектов. Вместо этого он создал другой псевдоним, который часто используют для выпуска сольных песен и проектов. Moonlight провел уже 2 недели в чарте World Digital Song Sales. 5 лет назад он дебютировал и достиг пика на 5-м месте, а теперь вернулся второй раз с момента выхода. Moonlight никогда не выбирался в качестве сингла от Шуги, и все же поклонники любят его почти 5 лет спустя после первоначального релиза. Трек открывал его сольный микстейп D2, выпущенный под псевдонимом August D. На данный момент Шуга — единственный, кто возвращается в чарте World Digital Song Sales. Из 3 новых песен в десятке нет других треков, которые уже находились в списке и покидали его. Чарт возглавляет песня ДМ филиппинской бой-бенд SB19. Эта группа получает свой первый номер 1 в чарте и второй успешный трек в карьере. Ники Минаж занимает 2-е место со своим новым треком «Эскимо» ремикс.
Изначально песня стала вирусной благодаря Тринидад Килле, а теперь стала бестселлером, после того, как к записи присоединилась эта звезда хип-хопа. G-Dragon и Эндерсон Паг дебютируют на 6-м месте с песней Too Bad, еще одним хитом участника Big Bang. Ловите поцелуйчики Чангука для хорошей недели. Пропорции Чангука не дают мне существовать спокойно. Люблю, когда Тэхён включает режим собственника. Просто его пропорции тела. Одна душа на двоих. Ему так идут очки. Они просто идут, а у меня уже остановилось сердце. Чангук и Тэхён с детьми дарят лучшие отцовские вайбы. Каждое мгновение, такое незначительное для других, было особенно важным для меня. То, как он смотрел на меня, как ветер путался в его волосах, и как он забавно убирал спавшие на глаза пряди тыльной стороной ладони. Я впитывал каждый миг с неприсущей мне жадностью и влюблялся.
Тэхён с банданой — настоящее искусство. Та самая парочка. Их взаимодействие — то, что я прописываю каждому вместо психотерапии. Топ-3 выражения лица Чангука, которые заставят вас ссаться кипятком. Это что? Тэхён решил показать свою сторону собственника? Истории с рукопожатиями. Вау, это так красиво. Одно из моих любимых видео. Чангук с хвостиком. Такой Чангук не дает мне покоя. Его руки — это же звездец мирового масштаба. Второе место. Это так интимно. Чангук, я, конечно, понимаю, что твой парень слишком красивый, но не забывай, что тут камеры. Тэхён увидел фразу «Тэхён влюбился в Чангука» и просто наклонился, чтобы сфотографировать, указывая на нее. Он даже не намекал этим, он в открытую все сказал.
Первое место. Это разница, когда Чонгук с другими участниками и когда с любимым Тэхёном. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.